Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная выпечка. Хочу сегодня приготовить духовые пирожки без дрожжей на кефире. Пирожки будут сладкие, к чаю. Тут у меня 400 грамм кефира. Добавляю сюда чайную ложку соли. Кефир у меня очень кислый, даже не знаю, сколько сахара положить. Ну давайте, я пока положу 2 столовые ложки такой вот с хорошей корочкой. А там видно будет. Сюда же хочу разбить одно яйцо. Тут у меня 4 столовые ложки растительного маслица, где-то около 50 грамм. Тоже отправляю к кефиру. Четверть чайной ложечки ванильки. Размешиваем все. У меня осталось немножечко сметанки. Я тоже сюда его отправлю. Всю использую. Где-то тут 2-2,5 ложки, может, наберется. Сметана застыла, как масло. Сметана домашняя. Какую хотите сметану кладите. Любой жирности. И мне не хватает сахара. Очень кисло. Добавлю еще ложку сахара. Тут у меня в чашечке полкилограмма муки. Отправляю всю муку. Не хватит, потом добавим. Можете добавить соду, можете разрыхлитель. Я сегодня буду отправлять сюда разрыхлитель. 2 чайные ложечки разрыхлителя. Вот так оно и получается. Разрыхлитель рассчитан, написано на полкилограмма муки. Размешиваем с мукой и замешиваем тесто. Сначала ложечкой. Тесто не должно быть забито мукой, тесто должно быть нежным, мягким, слегка липнущим к рукам. Припыляю стол мукой. Тесто отправляю на стол. Буду вымешивать сразу на столе. Соберем с чаши все тесто. Убираем ложку и вымешиваем. Посмотрите, какое тесто получилось. Оно очень мягкое, очень. Пытается прилипнуть к ручкам, но муку мы больше добавлять не будем. Отправляем тесто отдыхать, а сами займемся начинкой. Тесто отдохнуло, начинка готова. Посмотрим, какое тесто получилось у нас. Тесто прекрасное, конечно. Разделю сразу порционно. Тесто разделили, приступаем к лепке. Скалка практически не нужна. У меня будут сегодня 3 начинки. Черешня, немножко персик и малина. Кружочек раскатали. Сыплю немножко сахара. Укладываю черешню. И слепливаем. Слепили пирожочки, сразу укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто очень нежное. Ну, практически можно было тесто и покруче немножко сделать. Особенно для начинающих хозяюшек. Тесто будет немножко для них жидковато. Сыпем сахар. Укладываем малинку. Наверное, надо было пирожочки чуть-чуть покрупнее сделать, чтобы можно было начинку больше положить. Не старайтесь битком забивать, чтобы у вас ничего не полопалось. Укладываем на расстояние друг от друга. На лепешечку сыпем сахар. Персик укладываю.
Остальные пирожочки я буду лепить без вас. Пирожочки все сформовали. Один яичный желток, чуть-чуть молочка. Все это смешаю и пирожочки все смазала. Хочу продырявить их. Я боюсь, что полопаются они у меня. Потому что, видать, в 2 пирожках плохо залепила. Они начинают подтекать. Такие пирожочки, которые с сахаром, все-таки надо, наверное, укладывать швом вверх. А не так, как я уложила швом вниз. Ну ничего, и на старуху бывает пророха. Надеюсь, все будет нормально. Духовка у меня разогрелась до 180 градусов. Отправляем в духовку минут на 30-35. Посмотрите, каких красоточек мы с вами налепили. Это 2-й лист уже. 1 пирожок уже стянули у меня. Пирожки очень вкусные. Готовятся очень просто. Без всяких дрожжей. Хочу попробовать 1 пирожочек. Правда, она горячеватая. О, какое тесто, какое тесто. Поглядите. Поглядите. Начинка, тесто. Тесто-пух. Я, конечно, обязательно попробую. Это вкусно. Это очень вкусно, я вам скажу. Я не люблю выпечку горячую. Любую выпечку я люблю на следующий день кушать. Но вот эти пирожки, хоть они горячие, они очень вкусные. Я думаю, что с ягодной фруктовой начинкой такие пирожки надо кушать охлажденными. Холодными, мне кажется, они будут вкуснее. Рекомендую вам приготовить по такому рецепту пирожочки. Хотите, готовьте с мясной начинкой, хотите с овощной, с любой начинкой можете готовить. С разными начинками, если вы готовите, то просто нужно регулировать количество сахара в тесте. А так тесто готовится, под любую начинку готовится одинаково. Обязательно попробуйте спечь хотя бы 1 раз. Я уверена, вам понравится. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Кушайте с удовольствием, кушайте вкусненько и будьте здоровы. Всем приятного чаепития. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.